Зрела эта ситуация давно. Примерно в течение года стали замечать члены ОНК, которые ходили в колонию, что там нездоровая ситуация. Заключенные побиты, заключенные отказываются разговаривать. Ну и понятно, что очень боятся. Спустя какое-то время стали выходить редкие жалобы, когда заключенные оказывались в СИЗО, в следственном изоляторе, или где-то в другом месте, но не в колонии. Они умудрялись писать жалобы на пытки, на бесчеловечные отношения, на вымогательство. Но следователи, конечно же, никаких дел не возбуждали, отписки какие-то писали. И только правозащитники знали, что очень все печально. Потом произошло беспрецедентное событие. Из колонии вывезли забитого до смерти, как вот утверждают правозащитники, заключенного. Экспертиза, кстати, потом уже дала такое заключение, что действительно, да, он был избит. То есть полосы, возможно, были от дубинки на его теле. И у него была фамилия Коровкин. Наши правозащитники, это Валерия Юрьевна Приходькина и Дина Латыпова, ездили осматривать этот труп. И представители уполномоченного по правам человека в Челябинской области видели, что в каком состоянии тело заключенного, умершего. Но, опять же таки, все это спустилось на тормозах, несмотря на то, что были свидетели избиения. Конечно, понимали, что рано или поздно вспыхнет этот очаг. И уже понимали, надо сказать, летом. То есть за пару-тройку месяцев до этих печальных событий все понимали, что если ничего не делать, то все будет очень печально и закончится все кровопролитиями. К счастью, кровопролитие не закончилось, но последствия тяжелые. Это, конечно, акция протеста заключенных, которую называют в суде, и вследствие таким словом, как бунт заключенных, действительно она произошла и была она масштабной. Это был субботний день. Рано утром мне позвонила правозащитница Валерия Юрьевна Приходькина и говорит, что-то непонятное творится. Она болела, она не могла выехать туда. Что-то непонятное творится. Звонят родственники и говорят, что ребята кричат, что стягиваются машины ГУФСИН, спецназ, что все что-то там случилось. Скорой помощи подтягиваются. В течение нескольких часов мы пытались хоть кого-то туда отправить. Других членов ОНК, уполномоченного по правам человека, тогда еще Севастьянов был Алексей. Но все отдыхали, так скажем, был же выходной день, то есть никто не мог прямо сейчас и прямо вот в сию секунду проехать. Где-то после обеда я решила поехать, посмотреть и уговорила, можно сказать, со мной поехать, чтобы не одной, потому что я боялась все-таки. Дину Латыпова и Михаила Леготина, по-моему, на тот момент, член ОНК. Мы приехали туда, увидели, что там много народу стоит. Это родственники, как оказалось, все с сумками, что это именно те, кто прибыл на свидание к заключенным, а их не пустили. Они стали волноваться, увидели, когда скорая помощь приезжает, они подумали, что их там бьют всех. Начали подтягивать своих знакомых, своих друзей. То есть если там об какой-то организации невозможно было бы говорить. Организация — это когда все сразу. А там в течение 10 или 12 часов стали собираться. Много было людей, просто зеваки из соседних домов. Мы подходили и спрашивали, а вы кто? А мы вот соседи, смотрим, здесь что-то происходит. Вот недалеко живем. Потом заключенные забрались на циклон на вышке и оттуда стали кричать: помогите, нас пытают. Фуфайки скидывали с этих циклонов, кто-то в обморок даже падал, женщин, что думали, что это заключенные скинулись. А уже сейчас даже я не знаю, кто из сотрудников, выходил сотрудник ГУФСИН и говорит: вас приглашают. А я была на тот момент помощником депутата законодательного собрания. И мы с ним были на связи. Я к ним зашла, после этого я вышла. Но меня в штаб не допустили, то есть допустили только вот до КПП. А туда за локальные участки, где заключенные, конечно, я туда не проходила, потому что это угроза жизни и здоровья, естественно, могла быть. Там же и активисты заключенные всякие. И все что угодно могло произойти. Потом я вышла и поехала домой монтировать записи, которые я сделала, аудиозаписи, видео, фото. И через час я где-то приехала назад. Мне позвонил один из сотрудников и сказал: сейчас можете зайти еще раз. Естественно, я как журналист любопытный, я и пошла.
И как только я вышла из машины, ОМОНу дали сигнал, что готовность, и идем. И вот так я попала под раздачу. То есть ОМОН побежал, и один из ОМОНовцев подбежал ко мне. Я отвернулась, и скользящим ударом он меня снес просто. Скользящим ударом в голову дубинкой. Они размахивали палками своими. Я упала. Хорошо достаточно упала. Он меня поднял за шиворот воротника, посадил на колени перед собой и сказал: «Шевельнешься, правозащитница, я тебя уе». Хотя он был, ничего не боялись абсолютно, эти бойцы, такие здоровые детины, они были без маски. То есть шлем он не опустил даже. Я прекрасно запомнила его лицо и понимала, что это нарушение. Он видел мое удостоверение. Знал прекрасно, кто я, потому что через ОМОН я проходила первый раз в колонию. Ну, то есть я считаю, что это намеренно было сделано. Когда я обратилась в травмпункт после этого избиения ОМОНа, у меня, кстати, колено до сих пор болит очень сильно. Вот эта вот травма колена, она мне дала о себе знать. Вот все время зимой беспокоит меня. И я когда обратилась, и когда я поняла, что мое заявление почему-то затерялось, что, конечно, будут прикрывать всех. Когда меня не опросили, мне пришлось обжаловать то, что меня не опросили. Потом меня через много месяцев опросили уже. И я поняла, что, конечно, ОМОНу ничего не будет. Там же сломан... Ладно, там я получила легкие травмы. Там же были сломанные ноги, понимаете? У женщин от ОМОНа. И потерянные дети. Одна выкидыш получила. И что? Понятно было, что ничего не будет. Другое дело, что простой человек, наверное, надеялся. Вот сейчас это все... Раз у нас губернатор сказал, что это же красный террор, а не красный режим, то, конечно, разберутся. Но после того, как СПЧ, Совет по правам человека при президенте, уехал и вроде бы пообещал, что будет порядок с этим делом, все поверили. Я думаю, что это просто усыпление бдительности было на самом деле. Не напрасно же это дело столько лет тянулось. 12-й год, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, да, 17-й. В 7-й год пошел после этого. Изначально делали все правильно, а впоследствии решили свернуть вот эти благие намерения и, как всегда, выгородить тех, кто в погонах. Потому что, видимо, эти все ниточки тянулись очень высоко. И не начальником ГУФСИНа снятым, и не прокурором области снятым, да, со своего места. Это все не заканчивалось. И ведь ошибки признал же и тогда заместитель директора ФСИН, да, Петрухин. Он тоже сказал, что это какой-то ужас. Я признаю, что это вот, что да, действительно такие страшные нарушения. Потом Петрухин заболел и уволился. И после этого открутилось назад. То есть примерно в 11-й, в 10-й, 8-й год, 2008 год. Механов это был такой... Как они сказали, сын полка, на самом деле это не сын полка, это курочка, несущая золотые яйца. Это очень исполнительный человек, он человек системы, он по-настоящему болел душой, да, за службу, но у него какие-то извращенные понятия о том, что должна делать эта служба пенитенциарная. Что она не должна калечить людей, не должна за их счет зарабатывать деньги. Это система исполнения наказания. То есть человек получил 10 лет строгого режима. Вот он должен в условиях законных сидеть 10 лет. А они решили воспользоваться тем, что если... Они поняли быстро, что если человека бить и пытать, на нем можно еще и заработать. Это система незаконного водворения в штрафной изолятор. Когда люди там сидели годами в одиночках. Не хочешь сидеть здесь? Плати 100 000 рублей, выходи. Но выходит он ровно на 2 недели, и потом все повторяется. То же самое по избиениям. Вот мы тебя сейчас тихонечко полупим, а если ты не хочешь, чтобы тебя лупили, ну давай, ну мало у тебя родители зарабатывают, ну пусть по 500 рублей в день будете приносить, хотя бы. Это же ведь исследователи все выяснили, и это все частично легло в основу его обвинения. И даже приговор ведь есть по вымогательству в отношении Механова. Другое дело, что он получил амнистию. И еще один приговор есть, о котором мы не очень-то и знаем, что там происходило, потому что он, потерпевшие как-то устали, видимо, бороться за свои права и просто наплевательски отнеслись ко второму приговору.
Вот в условиях такого заморачивания головы людям, да, обществу, я бы сказала, что это все-таки успех. Успех правозащитников, которые тянули на себе это дело. Это вот Дина Латыпова, которая это дело она была представителем потерпевших заключенных в деле по Миханову. Она просто на честном слове тянула и тянула и тянула. И щуры, которые это правозащитники, которые оплачивали адвоката частично по этому делу для потерпевших. А если бы этого не было, наверное, и приговор бы не состоялся. Если бы не было внимания журналистов еще к первому приговору, то, конечно, бы ничего бы не было. Это можно назвать успехом, да. Хотя это вроде бы и не очень удовлетворительно для многих, но успехом можно назвать, конечно. Было изначально одно дело по 212 статья — это массовые беспорядки, 286 — это превышение должностных полномочий со стороны сотрудников, и 285 — злоупотребление должностными полномочиями, в которой вот Миханов как раз обвинялся. И вот 286 в отношении неустановленных лиц, это превышение должностных полномочий, она вот благополучно сдана в архив, вот эта папочка с делом. Зато выделили из него показания свидетелей, вот эти вот заключенные, они были свидетелями изначально по пыткам, по превышению. А в итоге стали обвиняемыми в организации массовых беспорядков. То есть каким-то образом виновные у нас, вернее, потерпевшие у нас стали виновными. Люди находятся в стесненных условиях изначально. Они очень боятся. Ну вот представьте себе, годами били, пытали, случилась акция протеста, вроде бы есть надежда. А когда их сделали обвиняемыми в акции протеста, вот этой вот по 212, кого сейчас судят, их же отправили пытать и бить, опять же таки. В Свердловскую область только. Оказали на них давление. Сейчас, да, они подписывали там все, что хотели, лишь бы их не били и не пытали. С точки зрения психологии, ну, еще неизвестно, как бы мы себя повели. Честно сказать, это человеческая психика не у всех такая прямо железобетонная. Вот этот вот процесс идет несколько лет годами. Это уже говорит о том, что судья не знает, какое решение вынести. Либо ждет указки сверху, либо ждут, когда общество забудет, что и случилось сейчас. И будут обвинительные вердикты у всех. Как прокуратура запросила по 8 лет, практически не разграничив, у кого больше вины, у кого меньше. То есть по 8 лет, это, знаете, для многих это билет в один конец. Например, Терехин Евгений. Он вообще не участвовал в этой акции протеста. Его не было на циклонах, его не было на крыше в этой колонии. Он был в штрафном изоляторе. Он уже освободился, как 2 года назад, он должен был выйти. А ему продляют меру пресечения. И за эти 2 года он похоронил отца и мать. Он пытался попасть на похороны хотя бы. Его не отпустили. А сейчас что? Он кому выйдет? Через 8 лет он потерял отца и мать. Он сейчас потеряет жилье. Он потерял семью. Жена с ним развелась. То есть, понимаете, это все. Это можно человека похоронить. И не знаю они как выдержат. Я вообще очень боюсь, что люди могут просто не выдержать и сломаться или покончить с собой, или что-то вот такое может случиться. Даже родственники заключенных не ходят на этот процесс. Журналисты не ходят, потому что это неинтересно уже. Прошло много времени, нужно писать статью, нужно напоминать о том, когда это было. Журналисты же уже сменились. Люди уже забыли вообще, что это было. 7-й год пошел. Когда ты видишь несправедливость вот этого мира и понимаешь, что ну все же бесполезно, все равно будет так. И ты понимаешь, что надо все равно еще больше бороться, потому что дети наши не должны расти в такой системе. И наши внуки, даже если дети наши в этом же будут расти, то хотя бы, чтобы у наших внуков была защита элементарная от государства. Сейчас, получается, мы боремся именно за это, за возможность иметь это, а не против государства, как некоторые правоохранители любят это выставлять.